Доброго времени суток! С вами Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня приготовим любимый молочный ломтик в более полезной версии. В нем будет в 2,5 раза меньше калорий, в 5 раз меньше углеводов и практически в 3 раза меньше жиров. И при этом это будет не просто съедобно, а действительно очень вкусно. Получится пышный и воздушный шоколадный бисквит с нежной молочной начинкой. Чтобы у вас все получилось, постараюсь все подробно рассказать и показать. По этому рецепту, если с кремом для начинки вы можете спокойно экспериментировать, я даже подскажу возможные варианты, то с бисквитом этого делать не рекомендую, но если только немного и совсем аккуратно, с мукой, например. Давайте приступим. Начнем с приготовления бисквита. Сразу же поставим духовку разогреваться до 170 градусов Цельсия. Теперь объединим сухие компоненты. Овсяную муку, затем миндальную, сухое молоко, разрыхлитель, подсластитель по вкусу. Здесь я добавлю пару грамм необъемного интенсивного подсластителя Фитпарад номер 7. Объемный же подсластитель эритрит мне понадобится при взбивании белков. Затем добавим какао. Я использую 12 грамм алкализованного какао. В отличие от простого, оно имеет более интенсивный вкус, цвет и аромат. Простого какао может понадобиться 20-25 грамм. Можно попробовать и больше, но главное не переборщить, иначе взбитые белки после добавления к ним избыточного количества сухих компонентов могут просто потерять воздушность. Перемешиваем до однородности. Здесь можно попробовать использовать разные виды муки. Я пробовала отдельно овсяную, потом миндальную, связки с овсяной и меняла их пропорции. Больше всего мне понравилось именно такое сочетание миндальной и овсяной муки, но только с овсяной тоже неплохо. Далее нам нужно отделить белки от желтков. Мне проще всего разбить яйца в миску и аккуратно руками достать желтки. Желтки сразу же перекладываем в отдельную миску. Максимально нежный и воздушный бисквит у нас получится только при взбивании белков, поэтому и займемся этим самым взбиванием. Для легкости взбивания добавим щепотку соли, высыпаем объемный подсластитель эритрит. Эритрит поможет усилить стабилизацию белков и получить более пышный бисквит, а также более приятную сладость в сочетании с более интенсивным подсластителем. Взбиваем на средней скорости, постепенно увеличивая обороты. Напоминаю, что миска и венчик должны быть сухими, обезжиренными, то есть на них не должно попасть частичек желтка и других следов жира. Взбиваем несколько минут до появления вот таких устойчивых пиков. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, просто переверните миску. Если масса остается на своем месте и не скользит по стенкам, значит готово. Теперь взбиваем желтки, можно сразу на высокой скорости. Взбиваем желтки до вот такого небольшого побеления. Затем добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем массу. Для этого рекомендую использовать силиконовую лопатку, она не повреждает воздушную структуру белка. И к тому же идеально собирает остатки со стенок. Чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно всегда в одном направлении, снизу вверх. Теперь небольшими порциями просеиваем к массе сухую смесь. Сразу все высыпать не нужно, это с большой вероятностью лишит белки всей воздушности и окажется, что мы практически зря все взбивали. Каждую порцию перемешиваем до однородности, также аккуратно и в одном направлении снизу вверх. В итоге получается вот такое воздушное тесто. Застелила противень тефлоновым ковриком. Если не уверены в качестве своего покрытия, смажьте его маслом. Выливаю всю массу и распределяю ее по коврику. По поводу площади распределения ориентируйтесь на свои желания к толщине бисквита. Для ориентира у меня противень 25 см на 36 см. Если распределять на всю противень, высота бисквита выходила 3-4 мм. А если распределять вот так, высота около 7 мм. Все разравниваем, по возможности придаем прямоугольную форму. В конце аккуратно постучим. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем до готовности в среднем около 15-17 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. У меня прошло 16 минут. Достаю бисквит из духовки и даю ему остыть. Бисквит остыл. При необходимости аккуратно ножиком прохожусь по стенкам противня и отлепляю от них бисквит. Теперь отлепляю бисквит от тефлонового коврика. А мне в последнее время очень нравится его использовать, потому что даже самый нежный бисквит без всякого масла очень легко от него отходит. Бисквит получился мягким, пористым и воздушным. Разрезаю бисквит пополам. Теперь складываем бисквит друг на дружку и по желанию подравниваю все края. У меня, если честно, с глазомером беда, поэтому делаю это в несколько подходов. Запечатываем пищевую пленку либо пакеты, чтобы бисквиты не пересохли. И убираем их в сторону до сборки. Теперь займемся приготовлением крема.
Для самого простого варианта начинки можно взять любой творожный или сливочный сыр. Я буду использовать сывороточный сыр рикотта. И нужно взбить этот сыр до однородности с подсластителем и ванилином. Если крем выходит жидковатым или хочется сделать его погуще, добавьте туда желатин. Для этого желатин смешайте с молоком. Если у вас не быстрорастворимый желатин, его нужно предварительно развести в молоке или воде и оставить до набухания. Теперь нам нужно нагреть желатин до растворения гранул. Это можно сделать на плите, на водяной бане или же импульсами секунд по 10-15 в микроволновой печи. В любом случае, не забывайте перемешивать массу, не доводите до кипения, требуется просто растворить желатин до вот такого однородного состояния. Теперь смешаем крем с желатином. Творожная масса должна быть комнатной температуры, чтобы желатин не свернулся комочками. А для того, чтобы крем получился максимально нежным, его можно смешать с жирными сливками, заварным кремом на молоке и крахмале, как, например, в тирамису. Оставлю под видео ссылку на рецепт тирамису. Или соус с взбитыми белками. Сегодня я покажу вариант соус с взбитыми белками. Я боюсь использовать сырые белки, поэтому беру пастеризованные либо сухие под названием альбумин. Альбумин, заранее следуя инструкции производителя, развела теплой водой, немного перемешала и оставила на 20-30 минут. После чего добавила к ним щепотку соли, подсластитель. Если в качестве подсластителя вы используете эритрит крупинками как сахар, он может недовзбиться и похрустывать на зубах. На мой взгляд, это не критично. Если же хотите, чтобы такого не было, нужно использовать эритрит в виде пудры. Взбиваем белки до состояния мягких, устойчивых пиков. И порциями подмешиваем крему с желатином. Если у вас вдруг уже начал работать желатин и загущать крем, можно поставить его в микроволновку на несколько секунд. В итоге получается вот такой воздушный крем. Теперь можно начать сборку пирожных. Выкладываю бисквиты на досточку по размеру. Для удобства запечатываю их в прямоугольную форму. Если бисквит кажется вам сухим, можно на этом этапе дополнительно пропитать его молоком или водой с каким-либо подсластителем. Теперь выкладываем крем и распределяем его по всей поверхности бисквита. Немного потрясем. И запечатаем сверху второй половины бисквита. Примнем все края, чтобы бисквит лег максимально ровно. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полной стабилизации. Хотя бы часа на 3, в идеале на ночь, тогда в бисквите равномерно распределится влага и он станет особенно вкусным и нежным. У меня прошло 5 часов. Достаю молочный ломтик из холодильника. Освобождаю его от пищевой пленки и формы. Для красоты по желанию подравниваем края. И давайте сразу его разрежем на порционные кусочки. Напоминаю, что крем можно сделать и более мягким, если добавить меньше желатина, либо вообще без него. Получилась вот такая бело-шоколадная красота. Пирожное имеет нежный сливочно-ванильный вкус и воздушно-шоколадный бисквит. Думаю, что всем поклонникам полезных десертов понравится такой молочный ломтик. Если это так, оставляйте комментарии, готовьте повторно, делитесь видео с друзьями, ставьте отметки «Нравится» и подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю всем приятного чаепития, здоровья и веселого настроения. До новых вкусных рецептов!